Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать, как я закрывала петли в пряже пух норка. Может, кому-то это пригодится, потому что когда вот я вязала джемпер с пуха норки, и мне пришлось, скажем так, думать, как я буду закрывать петли, долгое время я не могла, скажем так, додуматься. Поэтому может, кому-то действительно этот способ закрытия петель пригодится. Этот способ закрытия называется крестообразный или болгарский зачин. Я считаю, что вот для пуха норки, вы знаете, и даже вот если взять мохер, он будет очень кстати. Этот раппорт узора состоит из 2 рядов всего лишь. И третий ряд это закрытие петель классическим способом. И все. И вот смотрите, это у меня рукав. Я его сначала петли сократила перед тем, как закрыть полностью. И вот этот вот рукав, смотрите, он более такой широкий, здесь более узкий на манжете, так. Вот это вот лицевая сторона и на изнаночной стороне. Вот так он смотрится. По горловинке я тоже применяла этот способ закрытия петель. Вот, и с изнаночной стороны. Кроме того, низ изделия я также закрывала этим способом. Единственное, я сначала просто набирала петли, вязала этим узором 2 половинки, так, а затем все-таки решила этот край обработать этим способом. То есть я набрала опять петельки из каждой, так, и то есть по-новому набрала петли и опять их закрыла вот этим вот болгарским зачином. То есть полностью у меня низ изделия, манжеты и горловинка вывязаны, закрыты петли вот этим вот способом. Так, первый ряд получается. Первую кромочная. Дальше мы первую снимаем нить перед работой. Дальше у нас идет изнаночная. И повторяем. Одну снимаем нить перед работой, вторая у нас петля изнаночная. Снимаем, изнаночную провязываем. И так до конца ряда. Так, вот теперь мы провязали этот первый ряд. И смотрите, у нас получается идут петли провязанные и не провязанные. Вот эти вот дорожки. Чередование. Сейчас, когда мы с вами перейдем на изнаночный ряд, у нас будет, скажем, идти все наоборот. То есть те петли, которые мы снимали, вот эта вот дорожка, эти петли мы с вами будем провязывать лицевой. А те петли, которые мы провязывали изнаночные, они сейчас будут сниматься, и нить уже будет за работой. Так, это касается поворотных рядов. Так. Первая петля у нас идет кромочная. Так, дальше у нас вот ниточка была перед работой. Сейчас мы эту петлю будем провязывать. Провязываем лицевой. Идет чередование такое, да. Это у нас петля следующая была провязана. На той стороне изнаночная. На этой стороне она у нас лицевая. И мы ее снимаем, нить за работой. Вот таким образом. И опять чередуем. Поэтому этот способ называется еще крестообразный. Так, вот у нас была ниточка снята перед работой. Сейчас мы эту петлю должны провязать. Провязываем лицевой. Дальше петлю мы снимаем, нить за работой. И опять провязываем лицевой, нить за работой. За работой, потому что эти вот дорожки должны быть на лицевой стороне. Этим будет отличаться от кругового вязания. У нас получилось 2 ряда провязанных. Так, таким способом. 2 такие волны. Так. И сейчас у нас третий ряд. Это классическое закрытие петель. То есть первую петлю мы снимаем, не провязываем. Вторая провязывается, она у нас идет лицевая, провязываем лицевой и набрасываем предыдущую вот на эту петельку. И опять провязываем, это у нас изнаночная, мы ее будем провязывать уже изнаночной. И набрасываем предыдущую петлю. И таким образом идет закрытие петель. Вот этот образец я уже связала, это у меня хлопок. Так, и вот на хлопке 100% вот так вот смотрится тоже этот край. Ну, я считаю, тоже в принципе неплохо. Здесь петли не сокращала я. Что касается поворотного вязания, то здесь у нас отличие будет только во втором ряду. Первый ряд будет аналогичным, то есть одну петлю мы снимаем нить перед работой,
а вторая изнаночная. Второй ряд уже будет отличаться. Так, у нас будет первая изнаночная, то есть ту петлю, которую мы снимаем, не провязывая, она уже будет изнаночной. А вторая уже лицевая нить, тогда уже будет перед работой. И третий ряд закрываем петли. Именно обращаю внимание на то, что во втором ряду нить будет перед работой. То есть у нас вот эти вот дорожки должны быть на лицевой стороне, поэтому ниточка всегда будет перед работой, перед той петлей, когда мы ее будем переснимать. Вот и все. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!